Коричневая рука. Каждый знает, что сэр Доминик Холдин, знаменитый индийский хирург, сделал меня своим наследником и что его смерть в один час превратила меня из трудолюбивого и небогатого молодого человека в зажиточного землевладельца. Многие знают также, что между наследством и мной стояло по меньшей мере 5 человек и что выбор сэра Доминика казался совершенно случайным и причудливым. Я могу заверить их, однако, что они совершенно ошибаются, и что, хотя я знал сэра Доминика только в последние годы его жизни, тем не менее существовали очень веские причины, по которым он должен был проявить ко мне свою благосклонность. На самом деле, хоть я и говорю это сам, ни один человек никогда не делал для другого больше, чем я сделал для своего индийского дяди. Я не могу рассчитывать, что в эту историю поверят, но она настолько необычна, что я счел бы нарушением долга, если бы не зафиксировал ее, так что вот она, а ваша вера или недоверие — это ваше личное дело. Сэр Доминик Холдин, кавалер ордена Бани, рыцарь-командор ордена Звезды Индии, и уж не знаю, кто еще в придачу, был самым выдающимся индийским хирургом своего времени. Первоначально служивший в армии, он впоследствии занялся гражданской практикой в Бомбее и посещал в качестве консультанта все уголки Индии. Его имя лучше всего помнят в связи с Восточным госпиталем, который он основал и содержал. Однако пришло время, когда его железный организм начал проявлять признаки долгого напряжения, которому он его подвергал, и его коллеги-практики, которые, возможно, были не совсем бескорыстны в этом вопросе, единодушно рекомендовали ему вернуться в Англию. Он держался сколько мог, но в конце концов у нее развились нервные симптомы очень выраженного характера, и он вернулся разбитым человеком в свое родное графство Уилтшир. Он купил значительное поместье со старинным господским домом на краю Солсберийской равнины и посвятил свою старость изучению сравнительной патологии, которая была его ученым хобби всю жизнь и в которой он был виднейшим авторитетом. Мы, члены семьи, как можно себе представить, были очень взволнованы известием о возвращении этого богатого и бездетного дяди в Англию. Со своей стороны, хотя он вовсе не отличался избыточным гостеприимством, он проявил некоторое чувство долга по отношению к своим родственникам, и каждый из нас по очереди получил приглашение навестить его. Из рассказов моих кузенов это казалось довольно тоскливым делом, и с противоречивыми чувствами я наконец получил свое собственное извещение явиться в Роденхёрст. Моя жена была так тщательно исключена из приглашения, что моим первым порывом было отказаться, но нужно было учитывать интересы детей, и поэтому, с ее согласия, я отправился в один октябрьский день в свой визит в Уилтшир, мало думая о том, к чему этот визит приведет. Поместье моего дяди было расположено там, где пахотные земли равнин начинают вздыматься вверх, переходя в округлые меловые холмы, характерные для этого графства. Когда я ехал со станции Динтон в угасающем свете того осеннего дня, я был поражен таинственной природой здешних мест. Немногие разбросанные хижины крестьян казались такими крошечными по сравнению с огромными свидетельствами доисторической жизни, что настоящее казалось сном, а прошлое — навязчивой и властной реальностью. Дорога велась по долинам, образованным чередой поросших травой холмов, и вершина каждого из них была изрезана и превращена в самые сложные укрепления, одни круглые, другие квадратные, но все такого масштаба, который противостоял ветрам и дождям многих веков. Одни называют их римскими, другие — бритскими, но их истинное происхождение и причины, по которым эта конкретная местность оказалась так переплетена траншеями, никогда не были окончательно выяснены. То тут, то там на длинных гладких склонах оливкового цвета высились небольшие округлые курганы или могильные холмы. Под ними покоится прах сожженных представителей той расы, что так глубоко врезалась в эти холмы, но их могилы ничего не говорят нам, кроме того, что кувшин, полный пыли, представляя человека, который когда-то трудился под солнцем. Именно через эту таинственную местность я приближался к резиденции моего дяди в Роденхёрсте, и дом,
как я обнаружил, вполне соответствовал своему окружению. Два надломанных и потемневших от непогоды столба, каждый из которых был увенчан изуродованным гербом, обрамляли въезд на запущенную аллею. Холодный ветер свистел в вязах, росших вдоль нее, и воздух был полон летящих листьев. На самом дальнем конце, под мрачной аркой деревьев, ровно горел один единственный желтый фонарь. В тусклом полумраке наступающей ночи я увидел длинное низкое здание, раскинувшее два неровных крыла, с глубокими карнизами, покатой мансардной крышей и стенами, которые были исчерчены деревянными брусьями в стиле эпохи Тюдоров. Приветливый свет огня мерцал в широком решетчатом окне слева от двери с низким крыльцом, и это, как оказалось, указывало на кабинет моего дяди, ибо именно туда я был проведен его дворецким, чтобы познакомиться с хозяином дома. Он съежился у огня, так как сырая прохлада английской осени заставила его дрожать. Его лампа не была зажжена, и я видел лишь красное сияние углей, падавшие на огромное, скалистое лицо с индейским носом и скулами, и глубокими бороздами и шрамами от глаз до подбородка, зловещими следами скрытых вулканических страстей. Он вскочил при моем появлении с некоторой старосветской учтивостью и горячо приветствовал меня в Роденхёрсте. В то же время, когда внесли лампу, я осознал, что из-под кустистых бровей на меня смотрит очень критическая пара светло-голубых глаз, похожих на лазутчиков в кустах, и что этот мой диковинный дядя внимательно считывает мой характер со всей легкостью практикующего наблюдателя и опытного человека мира. Со своей стороны я смотрел на него и всматривался снова, ибо никогда не видел человека, чья внешность была бы более способна приковать к себе внимание. Его фигура представляла собой скелет гиганта, но он так исхудал, что его сюртук пугающим образом свисал прямо вниз с пары широких и костлявых плеч. Все его конечности были огромными и в то же время истощенными, и я не мог отвести взгляда от его узловатых запястий и длинных, жилистых рук. Но его глаза, эти пытливые, светло-голубые глаза, были самой поразительной из всех его особенностей. Дело было не только в их цвете и не в засаде из волос, в которой они таились, но в том выражении, которое я в них прочитал. Ибо внешний вид и осанка этого человека были властными, и можно было ожидать определенного соответствующего высокомерия в его глазах, но вместо этого я прочитал взгляд, который говорит о запуганном и сломленном духе, вороватый, выжидательный взгляд собаки, чей хозяин снял кнут со стойки. Я поставил свой собственный медицинский диагноз с одного взгляда на эти критические и в то же время умоляющие глаза. Я поверил, что он поражен каким-то смертельным недугом, что он знает, что подвержен внезапной смерти, и что он живет в ужасе перед ней. Таково было мое суждение, ошибочное, как показали события, но я упоминаю о нем, чтобы помочь вам понять тот взгляд, который я прочитал в его глазах. Приветствие моего дяди было, как я уже сказал, учтивым, и примерно через час я обнаружил себя сидящим между ним и его женой за комфортным ужином, с любопытными, острыми деликатесами на столе и скрытным, быстроглазым слугой-азиатом за его стулом. Старая пара подошла к тому трагическому подражанию рассвету жизни, когда муж и жена, потеряв или растеряв всех тех, кто был им близок, снова оказываются лицом к лицу и наедине, их работа сделана, а конец стремительно приближается. Те, кто достиг этой стадии в нежности и любви, кто может превратить свою зиму в мягкое бабье лето, вышли победителями из жизненного испытания. Леди Холдин была маленькой, подвижной женщиной с добрым взглядом, и ее выражение лица, когда она смотрела на него, было свидетельством благородного характера ее мужа. И все же, хотя я читал взаимную любовь в их взглядах, я читал также взаимный ужас и узнавал на ее лице некоторое отражение того скрытного страха, который я обнаружил на его лице. Их разговор был то веселым, то грустным, но в их веселье слышалась натянутая нота, а в грусти — естественность, которая говорила мне, что тяжелое сердце бьется по обе стороны от меня.
Мы сидели за первым бокалом вина, и слуги вышли с комнаты, когда разговор принял оборот, произведший замечательное впечатление на моих хозяина и хозяйку. Я не могу вспомнить, что именно послужило поводом для темы о сверхъестественном, но все закончилось тем, что я показал им, что аномалии в психическом опыте были предметом, которому я, как и многие неврологи, посвятил много внимания. В заключение я рассказал о своем опыте, когда, будучи членом Общества психических исследований, я входил в состав комитета из 3 человек, проведших ночь в доме с привидениями. Наши приключения не были ни захватывающими, ни убедительными, но, как бы то ни было, история, казалось, заинтересовала моих слушателей в высшей степени. Они слушали с жадным молчанием, и я уловил между ними понимающий взгляд, который не мог объяснить. Леди Холдин сразу после этого встала и вышла из комнаты. Сэр Доминик подвинул ко мне коробку с сигарами, и некоторое время мы курили в молчании. Его огромная костлявая рука подергивалась, когда он подносил сигариллу к губам, и я чувствовал, что нервы этого человека натянуты, как скрипичные струны. Инстинкт подсказывал мне, что он находится на грани какого-то личного признания, и я боялся заговорить, чтобы не перебить его. Наконец он повернулся ко мне судорожным жестом, словно человек, бросающий последние сомнения по ветру. «Из того малого, что я видел в вас, доктор Хардекр», — сказал он, — «мне кажется, что вы именно тот человек, с которым я так хотел встретиться». «Я очень рад это слышать, сэр. Ваша голова, кажется, остается холодной и спокойной. Вы освободите меня от всякого желания льстить вам, ибо обстоятельства слишком серьезны, чтобы допускать неискренность. У вас есть особые знания по этим вопросам, и вы, очевидно, рассматриваете их с той философской точки зрения, которая лишает их всякого банального ужаса. Я полагаю, что вид призрака не сильно вывел бы вас из равновесия. Думаю, что нет, сэр. Возможно, даже заинтересовал бы вас? В высшей степени. Как исследователь психических явлений, вы, вероятно, изучали бы его столь же беспристрастно, как астроном изучает блуждающую комету? Именно так. Он тяжело вздохнул. Поверьте мне, доктор Хардекр, было время, когда я мог говорить так же, как вы сейчас. Мои стальные нервы были притчей во языцах в Индии. Даже восстание ни разу не пошатнуло их ни на мгновение. И все же вы видите, до чего я довел себя. Возможно, я самый робкий человек во всем этом графстве Уилтшир. Не говорите слишком смело на эту тему, иначе вы можете оказаться подвергнуты столь же затяжному испытанию, как и я, испытанию, которое может закончиться только в сумасшедшем доме или в могиле. Я терпеливо ждал, пока он сочтет нужным пойти дальше в своих откровениях. Его вступление, излишне говорить, наполнило меня интересом и ожиданием. «Вот уже несколько лет, доктор Хардекр», — продолжил он, — «моя жизнь и жизнь моей жены превратились в несчастье по причине настолько гротескной, что она граничит со смешным. И все же привычка никогда не делала это бремя более легким. Напротив, со временем мои нервы становятся все более изношенными и расшатанными от постоянного истощения. Если у вас нет физического страха, доктор Хардекр, я бы очень оценил ваше мнение об этом явлении, которое так нас тревожит. Каким бы оно ни было, мое мнение полностью к вашим услугам. Могу я спросить о природе этого явления? Я думаю, что ваш опыт будет иметь более высокую доказательную ценность, если вам не скажут заранее, с чем вы можете столкнуться. Вы сами знаете об уловках неосознанной работы мозга и субъективных впечатлениях, с помощью которых ученый-скептик может подвергнуть сомнению ваше заявление. Было бы неплохо оградить себя от них заранее. Что же мне тогда делать? Я скажу вам.
Не откажетесь ли вы пройти за мной сюда? Он вывел меня из столовой и повел по длинному коридору, пока мы не подошли к конечной двери. Внутри была большая, пустая комната, оборудованная под лабораторию, со множеством научных приборов и бутылей. Вдоль одной из стен тянулась полка, на которой стоял длинный ряд стеклянных банок с патологическими и анатомическими образцами. «Вы видите, что я все еще балуюсь некоторыми из моих старых исследований», — сказал сэр Доминик. «Эти банки — остатки того, что когда-то было превосходной коллекцией, но, к сожалению, я потерял большую ее часть, когда мой дом сгорел в Бомбее в 1892 году. Это было крайне несчастливое событие для меня во многих отношениях. У меня были образцы многих редких состояний, а моя коллекция селезенок, вероятно, была уникальной. Это те, что уцелели. Я бегло осмотрел их и увидел, что они действительно представляют очень большую ценность и редкость с патологической точки зрения: раздутые органы, зияющие кисты, деформированные кости, отвратительные паразиты, своеобразная выставка даров Индии. «Как видите, здесь есть небольшой диван», — сказал мой хозяин. Мы были далеки от намерения предложить гостю столь скудное удобство, но раз уж дела приняли такой оборот, с вашей стороны было бы большой любезностью, если бы вы согласились провести ночь в этой комнате. Я прошу вас не стесняться и дать мне знать, если эта идея покажется вам хоть сколько-нибудь неприятной. «Напротив», — сказал я, — «это совершенно приемлемо. Моя собственная комната, вторая слева, так что, если вы почувствуете, что нуждаетесь в компании, один зов всегда приведет меня к вам. Надеюсь, мне не придется беспокоить вас. Маловероятно, что я буду спать. Я сплю немного. Не стесняйтесь звать меня». И вот, скрепив это соглашение, мы присоединились к леди Холдин в гостиной и заговорили о более легких вещах. С моей стороны не было притворством сказать, что перспектива моего ночного приключения была приятной. Я не претендую на большее физическое мужество, чем у моих соседей, но знакомство с предметом лишает его тех смутных и неопределенных ужасов, которые сильнее всего пугают воображение. Человеческий мозг способен испытывать только одну сильную эмоцию одновременно, и если он наполнен любопытством или научным энтузиазмом, для страха не остается места. Правда, у меня было заверение дяди, что он сам первоначально придерживался этой точки зрения, но я размышлял о том, что крах его нервной системы мог быть вызван 40 годами в Индии в такой же степени, как и любым психическим опытом, который с ним приключился. Я, по крайней мере, был здоров нервами и мозгом, и именно с тем приятным трепетом предвкушения, с каким охотник занимает свою позицию у логова дичи, я закрыл за собой дверь лаборатории, частично раздевшись, лег на покрытый ковром диван. Это была не самая идеальная атмосфера для спальни. Воздух был тяжел от множества химических запахов, среди которых преобладал запах денатурата. Да и убранство моей комнаты не слишком успокаивало. Отвратительный ряд стеклянных банок с остатками болезней и страданий тянулся прямо перед моими глазами. На окне не было штор, и луна в 3/4 лила свой белый свет в комнату, чертя серебряный квадрат с филигранными решетками на противоположной стене. Когда я потушил свечу, это одно яркое пятно посреди общего сумрака определенно имело жуткий и выбивающий из колеи вид. Жесткая и абсолютная тишина царила во всем старом доме, так что тихий шелест ветвей в саду мягко и ровно доносился до моих ушей. Возможно, это была гипнотическая колыбельная этого нежного шепота, а возможно, результат моего утомительного дня, но после долгих полудрем и многих усилий вернуть ясность восприятия я наконец погрузился в глубокий сон без сновидений. Я проснулся от какого-то звука в комнате и мгновенно приподнялся на локте на кушетке. Прошло несколько часов,
так как квадратное пятно на стене сползло вниз и вбок, пока не легло наискось у края моей постели. Остальная часть комнаты тонула в глубокой тени. Сначала я ничего не мог разглядеть, но вскоре, по мере того, как мои глаза привыкали к слабому свету, я осознал, с трепетом, который все мое научное поглощение не могло полностью предотвратить, что что-то медленно движется вдоль стены. Тихий, шаркающий звук, похожий на шаги в мягких туфлях, донесся до моих ушей, и я смутно различил человеческую фигуру, крадущуюся со стороны двери. Когда она вышла на лунное пятно, я очень отчетливо увидел, что это такое и чем оно занято. Это был мужчина, низкорослый и приземистый, одетый в какое-то темно-серое одеяние, которое свисало прямо от его плеч до самых ног. Луна освещала боковую часть его лица, и я увидел, что оно было шоколадно-коричневого цвета, с пучком черных волос на затылке, уложенным по-женски. Он шел медленно, и его глаза были устремлены вверх, на ряд бутылей, содержавших эти ужасные человеческие останки. Он, казалось, внимательно осматривал каждую банку, а затем переходил к следующей. Когда он дошел до конца ряда, прямо напротив моей постели, он остановился, повернулся ко мне лицом, вскинул руки в жесте отчаяния и исчез из моего поля зрения. Я сказал, что он вскинул руки, но мне следовало сказать «предплечье», потому что, когда он принял эту позу отчаяния, я заметил необычную странность в его внешности. У него была только одна кисть. Когда рукава соскользнули с поднятых вверх рук, я ясно увидел левую, но правая заканчивалась узловатой и уродливой культей. Во всех остальных отношениях его облик был настолько естественным, и я видел и слышал его так отчетливо, что легко мог бы поверить, будто это индийский слуга сэра Доминика, который зашел в мою комнату в поисках чего-то. Только его внезапное исчезновение подсказало мне нечто более зловещее. Как бы то ни было, я вскочил со своей кушетки, зажег свечу и тщательно осмотрел всю комнату. Никаких следов моего посетителя не было, и я был вынужден прийти к выводу, что в его появлении действительно было что-то, выходящее за рамки обычных законов природы. До конца ночи я лежал без сна, но больше ничего не произошло, чтобы побеспокоить меня. Я встаю рано, но мой дядя поднялся еще раньше, так как я застал его прохаживающимся взад и вперед по лужайке сбоку от дома. Увидев, что я вышел из двери, он в нетерпении подбежал ко мне. «Ну, ну!» — воскликнул он. «Вы видели его? Индийца с одной рукой?» «Именно так». «Да, я видел его, и я рассказал ему все, что произошло. Когда я закончил, он повел меня в свой кабинет. «У нас есть немного времени до завтрака», — сказал он. «Этого хватит, чтобы дать вам объяснение этого необычайного дела, насколько я могу объяснить то, что по сути своей необъяснимо. Во-первых, когда я скажу вам, что на протяжении 4 лет я ни одной ночи, будь то в Бомбее, на борту корабля или здесь, в Англии, не спал без того, чтобы этот малый не прервал мой сон, вы поймете, почему я превратился в бледную тень своего прежнего «я». Его программа всегда одинакова. Он появляется у моей постели, грубо трясет меня за плечо, проходит из моей комнаты в лабораторию, медленно идет вдоль ряда моих бутылей и затем исчезает. Более 1000 раз он проделывал одну и ту же процедуру. Чего же он хочет? Он хочет свою руку. Свою руку? Да, это случилось вот как. Примерно 10 лет назад меня вызвали в Пешавар на консультацию, и, пока я был там, меня попросили осмотреть руку туземца, который проходил мимо с афганским караваном. Этот малый был из какого-то горного племени, живущего у черта на куличках где-то по ту сторону Кафиристана. Он говорил на ломаном пушту, и я с трудом понимал его.
Он страдал от мягкой саркоматозной опухоли одного из пястных суставов, и я дал ему понять, что только лишившись руки, он может надеяться спасти свою жизнь. После долгих уговоров он согласился на операцию, и когда все закончилось, спросил меня, какую плату я требую. Бедняга был почти нищим, так что мысль о плате была абсурдной, но я ответил в шутку, что моим гонораром будет его рука и что я намерен добавить ее к своей патологической коллекции. К моему удивлению, он очень воспротивился этому предложению и объяснил, что, согласно его религии, чрезвычайно важно, чтобы тело после смерти воссоединилось и таким образом составило идеальное жилище для духа. Верование это, конечно, древнее, и мумии египтян возникли из аналогичного суеверия. Я ответил ему, что его рука уже отрезана, и спросил, как он собирается ее сохранить. Он ответил, что замаринует ее в соли и будет носить с собой. Я заметил, что в моем ведении она будет в большей безопасности, чем у него, и что у меня есть лучшие средства для ее сохранения, чем соль. Поняв, что я действительно намерен бережно хранить ее, он тут же перестал сопротивляться. «Но помните, Сахиб, — сказал он, — я захочу получить ее обратно, когда умру». Я посмеялся над этим замечанием, и на этом дело закончилось. Я вернулся к своей практике, а он, без сомнения, со временем смог продолжить свой путь в Афганистан. Что ж, как я рассказывал вам прошлым вечером, в моем доме в Бомбее произошел сильный пожар. Половина его сгорела, и, помимо прочего, сильно пострадала моя патологическая коллекция. То, что вы видите, это ее жалкие остатки. Рука горца сгорела вместе с остальным, но в то время я не придал этому особого значения. Это было 6 лет назад. 4 года назад, через 2 года после пожара, я был разбужен среди ночи яростным дерганием за рукав. Я сел в постели под впечатлением, что мой любимый мастиф пытается меня разбудить. Вместо этого я увидел своего давнего индийского пациента, одетого в длинное серое одеяние, бывшее отличительным знаком его народа. Он показывал мне свою культю и смотрел на меня с упреком. Затем он подошел к моим бутылям, которые в то время я держал в своей комнате, внимательно осмотрел их, после чего сделал гневный жест и исчез. Я понял, что он только что умер и пришел потребовать выполнения моего обещания, что я сохраню его конечность в безопасности для него. Ну вот, теперь вам все известно, доктор Хардакр. Каждую ночь в один и тот же час на протяжении 4 лет это представление повторяется. Само по себе это пустяк, но оно источило меня, как капля воды точит камень. Оно принесло с собой гнусную бессонницу, потому что теперь я не могу спать в ожидании его прихода. Это отравило мою старость и старость моей жены, которая разделяет со мной эту великую беду. Но вот и гонг к завтраку, и она, должно быть, с нетерпением ждет, чтобы узнать, как прошли ваши дела прошлой ночью. Мы оба очень обязаны вам за ваше мужество, ибо тяжесть нашего несчастья уменьшается, когда мы делимся им, пусть даже на одну ночь, с другом, и это возвращает нам веру в наш рассудок, в котором мы иногда вынуждены сомневаться. Таков был этот любопытный рассказ, который сэр Доминик доверил мне, история, которая многим показалась бы нелепой невозможностью, но которую, после моего вчерашнего опыта и прежних знаний о таких вещах, я был готов принять как абсолютный факт. Я глубоко задумался над этим делом и привлек весь объем своего чтения и опыта, чтобы разобраться в нем. После завтрака я удивил своих хозяина и хозяйку, объявив, что возвращаюсь в Лондон следующим поездом. «Мой дорогой доктор», — воскликнул сэр Доминик в большом огорчении, «вы заставляете меня чувствовать себя виноватым в грубом нарушении гостеприимства из-за того, что я навязал вам это несчастное дело. Мне следовало нести свое бремя самому».
«На самом деле, именно это дело и зовет меня в Лондон», — ответил я. «Но вы ошибаетесь, уверяю вас, если думаете, что мой вчерашний опыт был мне неприятен. Напротив, я собираюсь просить вашего разрешения вернуться вечером и провести еще одну ночь в вашей лаборатории. Мне очень хочется увидеть этого посетителя еще раз». Мой дядя чрезвычайно хотел узнать, что я собираюсь делать, но страх пробудить ложные надежды помешал мне рассказать ему. Немного позже полудня я уже вернулся в свой кабинет и подтверждал в памяти отрывок из недавней книги по оккультизму, который привлек мое внимание при чтении. В случае привязанных к земле духов, утверждал мой авторитетный источник, какой-то одной доминирующей идеи, овладевшей ими в час смерти, достаточно, чтобы удержать их в этом материальном мире. Они, амфибии этой жизни и следующей, способные переходить из одной в другую, подобно тому, как черепаха переходит с суши в воду. Причинами, которые могут столь сильно привязать душу к жизни, которую ее тело покинуло, является любая бурная эмоция. Известно, что скупость, месть, тревога, любовь и жалость – все они производили такой эффект. Как правило, это проистекает из какого-то неисполненного желания, и когда желание исполняется, материальная связь ослабевает. Существует множество зафиксированных случаев, показывающих необычайное упорство этих посетителей, а также их исчезновение, когда их желания были исполнены или, в некоторых случаях, когда был достигнут разумный компромисс. Достигнут разумный компромисс. Именно над этими словами я размышлял все утро и теперь проверял их в оригинале. Настоящее искупление здесь было невозможно, но разумный компромисс. Я отправился так быстро, как только поезд мог довести меня, в Шедуэллский госпиталь для моряков, где мой старый друг Джек Хьюитт работал главным хирургом. Не объясняя всей ситуации, я дал ему понять, что именно мне нужно. «Рука смуглого человека», — воскликнул он в изумлении. «Зачем, ради всего святого, она тебе понадобилась?» «Неважно. Я скажу тебе как-нибудь в другой раз. Я знаю, что твои палаты полны индийцев». «Еще бы!» Но рука, он немного подумал, а затем нажал на звонок. «Треверс», — обратился он к студенту-ассистенту, — «что стало с руками того ласкара, который мы ампутировали вчера?» «Я имею в виду того малого из Истинского дока, которого затянуло в паровую лебедку». «Они в прозекторской, сэр. Просто упакуйте одну из них в антисептик и отдайте доктору Хардакру». И вот еще до ужина я снова оказался в Роденхёрсте с этим любопытным результатом моего дня, проведенного в городе. Я по-прежнему ничего не сказал сэру Доминику, но в ту ночь спал в лаборатории и поместил руку ласкара в одну из стеклянных банок на крае моей кушетки. Я был настолько заинтересован в исходе своего эксперимента, что о сне не могло быть и речи. Я сидел с затененной лампой рядом и терпеливо ждал своего посетителя. На этот раз я увидел его отчетливо с самого начала. Он появился у двери, на мгновение туманный, а затем сгустившийся в столь же четкий силуэт, как и у любого живого человека. Туфли под его серым одеянием были красными и без задников, что и объясняло тот тихий, шаркающий звук, который он издавал при ходьбе. Как и в прошлую ночь, он медленно прошел вдоль ряда бутылей, пока не остановился перед той, в которой находилась рука. Он потянулся к ней, вся его фигура дрожала от ожидания, снял ее, жадно осмотрел, а затем, с лицом, искаженным яростью и разочарованием, швырнул ее на пол. Раздался грохот, который эхом разнесся по всему дому, и, когда я поднял глаза, изувеченный индиец исчез. Мгновение спустя моя дверь распахнулась, и ворвался сэр Доминик. «Вы не ранены?» — воскликнул он. «Нет, но глубоко разочарован».
Он в изумлении посмотрел на осколки стекла и на коричневую руку, лежащую на полу. «Боже правый!» — воскликнул он. «Что это такое?» Я рассказал ему о своей идее и ее жалком продолжении. Он выслушал внимательно, но покачал головой. «Это было хорошо задумано», — сказал он, «но боюсь, что у моих страданий нет столь легкого конца. Но на одном я теперь настаиваю. Вы больше никогда и ни под каким предлогом не должны занимать эту комнату. Мой страх, что с вами могло что-то случиться, когда я услышал этот грохот, был самой острой из всех мук, которые я перенес. Я не подвергну себя повторению этого. Он разрешил мне, однако, провести остаток ночи там, где я был, и я лежал там, ломая голову над проблемой и сокрушаясь о своей неудаче. С первыми лучами утреннего света рука Ласкара все еще лежала на полу, напоминая мне о моем фиаско. Я лежал, глядя на нее, и, пока я лежал, вдруг мысль, как пуля, пронеслась в моей голове и заставила меня, дрожащего от волнения, вскочить с кушетки. Я поднял мрачную реликвию с места, куда она упала. Да, это действительно было так. Рука была левой рукой Ласкара. Первым же поездом я отправился в город и сразу поспешил в госпиталь для моряков. Я помнил, что у Ласкара были ампутированы обе руки, но я был в ужасе от мысли, что драгоценный орган, который я искал, мог быть уже сожжен в крематории. Мое тревожное ожидание вскоре закончилось. Она все еще сохранялась в прозекторской. И вот вечером я вернулся в Роденхёрст с выполненной миссией и материалом для нового эксперимента. Но сэр Доминик Холдин и слышать не хотел о том, чтобы я снова занял лабораторию. Ко всем моим мольбам он оставался глух. Это оскорбляло его чувство гостеприимства, и он больше не мог этого допустить. Поэтому я оставил руку, как поступил и с ее парой накануне вечером, а сам занял уютную спальню в другой части дома, на некотором расстоянии от места моих приключений. Но, несмотря на это, моему сну не суждено было быть безмятежным. В глухую пору ночи мой хозяин ворвался в мою комнату с лампой в руке. Его огромная, тощая фигура была окутана в просторный халат, и весь его облик, безусловно, мог показаться человеку со слабыми нервами более грозным, чем облик индийца в прошлую ночь. Но меня поразило не столько его появление, сколько выражение его лица. Он внезапно помолодел по меньшей мере лет на 20. Его глаза сияли, черты лица так и светились, и он триумфально махал одной рукой над головой. Я сел, пораженный, сонно глядя на этого необычайного посетителя. Но его слова быстро прогнали сон из моих глаз. «Мы сделали это. Мы преуспели!» Закричал он. «Мой дорогой Хардак, как я смогу когда-либо в этом мире отблагодарить вас? Вы же не хотите сказать, что все в порядке?» Именно это я и хочу сказать. Я был уверен, что вы не откажетесь быть разбуженным, чтобы услышать такую благословенную весть. Откажусь. Еще чего, конечно же, нет. Но неужели это действительно правда? У меня нет ни малейших сомнений на этот счет. Я должен вам, мой дорогой племянник, такой долг, какого никогда раньше не был должен ни одному человеку и никогда не рассчитывал быть должным. Что я вообще могу сделать для вас соразмерного? Само провидение, должно быть, послало вас мне на спасение. Вы спасли и мой рассудок, и мою жизнь, ибо еще 6 месяцев такого кошмара застали бы меня либо в тюремной камере, либо в гробу. И моя жена, это уносила ее силы прямо на моих глазах. Никогда бы я не поверил, что хоть один человек сможет снять с меня это бремя. Он схватил мою руку и сжал ее своей костлявой хваткой.
Это был всего лишь эксперимент, последняя призрачная надежда, но я от всего сердца рад, что он удался. Но откуда вы знаете, что все в порядке? Вы что-то видели? Он присел в ногах моей постели. «Я видел достаточно», — сказал он. «Это убеждает меня в том, что меня больше не побеспокоит. То, что произошло, легко рассказать. Вы знаете, что в определенный час это существо всегда приходит ко мне. Сегодня ночью он явился в обычное время и разбудил меня с еще большим насилием, чем обычно. Могу лишь предположить, что его вчерашнее разочарование усилило горечь его гнева против меня. Он сердито посмотрел на меня, а затем отправился на свой привычный обход. Но через несколько минут я увидел, как он, впервые с тех пор, как началось это преследование, вернулся в мою комнату. Он улыбался. Я видел блеск его белых зубов сквозь тусклый свет. Он стоял лицом ко мне у края моей постели и трижды отвесил низкий восточный салам, который является их торжественным прощанием. И на третий раз, когда он поклонился, он поднял руки над головой, и я увидел две его кисти, протянутые в воздухе. Так он исчез и, как я верю, навсегда. Таков был тот любопытный опыт, который завоевал мне привязанность и благодарность моего знаменитого дяди, известного индийского хирурга. Его ожидания оправдались, и больше никогда его не беспокоили визиты неупокоенного горца в поисках своей потерянной конечности. Сэр Доминик и леди Холдин провели очень счастливую старость, безоблачную, насколько мне известно, от каких-либо бед, и в конце концов они умерли во время великой эпидемии гриппа с разницей в несколько недель друг от друга. При жизни он всегда обращался ко мне за советом во всем, что касалось той английской жизни, о которой он так мало знал, и я также помогал ему в покупке и благоустройстве его поместий. Поэтому для меня не стало большим сюрпризом, когда в конце концов я обнаружил, что меня продвинули в обход 5 разгневанных кузенов, и я в один прекрасный день превратился из работящего деревенского врача в главу важного уилтширского семейства. У меня, по крайней мере, есть все основания благословлять память человека с коричневой рукой и тот день, когда мне посчастливилось избавить Роденхёрст от его нежеланного присутствия.